今見て。何かスマイル書いた？すごい。あ、止まった。Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. В прошлый раз я показал вам, как мы во время праздника Обон поехали в префектуру Ивате к родственникам Мики. Это видео вы можете посмотреть по аннотации на экране или по ссылке в описании. Сегодня же я покажу вам саму префектуру, место, в котором мы остановились. Также мы прогуляемся у моря и увидим заново отстроенные дома после землетрясения и цунами в 2011 году. Дом родственников Мики находится в месте под названием Танеичи, прямо в паре минут пешком от моря. К морю спускается длинная лестница, и только то, что жилые дома в основном находятся на возвышенности, спасло их от разрушения во время Великого Восточного землетрясения в 2011 году. В таких местах, где есть угроза цунами, на знаках показывают не только запасные выходы при чрезвычайных ситуациях, но и куда бежать при приходе волны. Вот, например, этот дом затопило аж до 3-го этажа, учесть, что первого у него вообще нет, опять же из-за угрозы цунами. В 2011 году волна дошла до 3-й ступеньки сверху, то есть почти до частных домов. А вот тем, кто держал магазины или жил прямо у моря, повезло меньше. Вот этот торговый центр, напоминающий корабль, построен на месте разрушенного во время Великого Восточного землетрясения в 2011 году. Здесь прям море рядом, поэтому волной все снесло. Этот торговый центр заново отстроили на государственные деньги, а также на пожертвования местных жителей. В нем в основном торгуют морепродуктами и различными сувенирами. На представленном информационном стенде можно посмотреть на последствия разрушения цунами. Тут видно разрушенный торговый центр, магазины, частные дома и перевернутые лодки. Конечно, частые природные катаклизмы в Японии пугают не только иностранцев, но и самих японцев. Однако они каждый раз все отстраивают и продолжают жить дальше. Более подробно про Великое Восточное землетрясение в 2011 году вы можете посмотреть в другом моем видео по аннотации на экране или по ссылке в описании. Жареный морской гребешок, вот такой вот 3 штучки, стоит 200 йен. Ойшикатта? Ойшикатта. В Танеичи, да и вообще почти во всех городах, расположенных у моря, процветает рыбный промысел. Проживая в Токио, не чувствуется, что японцы едят много рыбы. А вот в таком вот месте, где морепродукты всегда присутствуют на столе, понимаешь, что рыба и Япония неразрывно связаны. Тут же прямо у моря расположена ферма по выращиванию морских ежей. Это вот такие вот колючие шарики. Морские ежи, которых по-японски называют уни, являются излюбленным деликатесом многих японцев. Их едят отдельно, как добавку к рису, в виде роллов и суши, и еще готовят из них множество блюд. Хотя мне они по вкусу не нравятся, да и пахнут как давно не стиранные носки. Недалеко от причала расположен пляж. Местные жители сюда почти не ходят, видимо, море уже совсем приелось. Зато приезжает много людей из соседних городов. Вода тут чистая, а глубина небольшая, даже если отойти далеко от берега. Поэтому этот пляж отличное место, чтобы приезжать сюда с детьми. Да и продается тут все, что нужно для интересного отдыха, начиная от надувных кругов и заканчивая десятком видов мороженого. Вода была теплая, а погода стояла отличная, поэтому даже было жалко, что праздник Обон длится всего 3 дня, а не хотя бы недели 2. На следующий день, правда, поднялся сильный ветер, да и погода слегка ухудшилась, поэтому из-за больших волн покупаться не удалось. А уже позже, через пару недель после того, как мы вернулись в Токио, в префектуру Ивате, видео из которой вы как раз сейчас смотрите, пришел тайфун, и в результате наводнения погибло 16 человек и еще 7 пропало без вести. Вот так понимаешь, что перед стихией человек все-таки бессилен. После отдыха на море мы посетили местную японскую ферму, которую я покажу в следующем заключительном видео из префектуры Ивате, а также по пути заехали посмотреть на аномальное место, которое вы уже можете найти на канале.
Многие в комментариях написали, что это просто обман зрения. Как бы там ни было, место интересное. Родственники Мики занимаются производством татами, поэтому прямо рядом с домом расположен соответствующий цех. Мне очень нравится атмосфера в таких местах, в которых словно попадаешь в другой мир. В воздухе витает особый запах татами, стоят уже несколько десятков лет работающие станки, висят потертые пластиковые бобины и старый пульт управления. В этом цехе словно застыло время. Знаете, сразу почему-то вспоминается игра Сибирия с ее заводами и механическими игрушками. Вот это вот цех по производству татами. Я уже делал отсюда видео, вы можете посмотреть его по аннотации на экране или по ссылке в описании. Сейчас в Японии праздник Обон, праздник поминовения усопших, он идет 3 дня, и поэтому цех временно не работает. Всем вот этим вот машинам по производству татами уже по 30, по 40 лет, потому что вот этот вот цех работает уже очень много лет. Держит его семья Мики. Здесь вот и нитки для татами. Само не законченное на данный момент татами. Здесь вот видно пояс такой по краям. Они бывают различных цветов. Это уже каждый клиент сам выбирает. Есть определенные бобины. Вот здесь какая-то лента, я точно не знаю. Может быть, это как раз есть, которая по краям. Такой шкаф с этими вот лентами. Называется Оби, насколько я помню. Вот разные, каждый выбирает. Летом по всей Японии принято запускать фейерверки, причем не только праздничные салюты во время различных фестивалей, но и небольшие в кругу семьи или друзей. Упаковки с фейерверками, которые по-японски называют ханаби, можно купить в любом комбине. Хоть японцы и называют их фейерверками, но на самом деле это обычные бенгальские огни, имеющие несколько разновидностей. У нас такие обычно зажигают на Новый год. Вот и мы в кругу семьи решили позапускать немного местных фейерверков. Томата. О, いいね。今の線香花火みたい。そう。あれ？あれ？早い。色変わった。うん、綺麗。ハリーポッターみたい。Есть еще такая разновидность бенгальского огня, как сенко ханаби. Представляет собой тонкую веревочку, которую надо поджечь снизу, и она начнет постепенно гореть. Для японцев это что-то вроде такой игры. При любом неосторожном движении запал отваливается и бенгальский огонь гаснет. Поэтому японцы соревнуются между собой в том, у кого получится дольше удержать горящий фейерверк. Довольно забавно. Ну что ж, друзья, вот такой вот у меня вышел день в японской деревне в префектуре Ивате. Было весело и совсем не похоже на Токио. Надеюсь, что и вам это видео понравилось. В следующий раз мы посетим японскую ферму, магазин деревянных изделий ручной работы, японский ресторан суши и другие интересные места. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь. Не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки, а также делиться видео в социальных сетях. Кстати, помимо канала у меня есть еще группа ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм, Фейсбук, личный сайт и даже лайв-канал. Найти вы их можете по ссылочкам в описании. До встречи в следующих видео, друзья. До свидания.